So in the last exercise, you were asked to, I'm going to skip down to what was called self-test 5 in the exercise. Давайте начнем сегодня с так называемого теста на самопроверку номер 5. So you were asked to calibrate a maize cultivar from a real crop experiment conducted in Colorado in the United States. Значит, по заданию вам нужно было откалибровать сорт кукурузы. Это был реальный эксперимент, который проводился в Колорадо, в США. And you were provided with 2 maize experiment files, including some file A observations, a soil file, and 2 weather files, which you copied to the appropriate directories in DSAT. И вам было предоставлено 2 файла с экспериментальными данными, то есть с данными по этому эксперименту, включая файл A, файл по почвам и 2 файла с метеорологическими данными, которые нужно было скопировать в соответствующие папки. So the idea was that you would take those files that you were provided and copy them to the DSAT maize directory. То есть какое задание по-другому было, в чем оно заключалось? Нужно было взять эти файлы и скопировать их в папку кукуруза или маис, да, по-английски они говорят, в основной оболочке DSAT. And there was a soil file that you also copied. I think it's this one. Мне кажется, вот этот файл тоже с почвенными данными вы скопировали, да? And similarly, you copy a weather file directly into the weather directory. И то же самое нужно было сделать с файлами, с 2 файлами с погодными данными, тоже скопировать их в директорию или в папку погодных данных. And we can see those files, once they're copied into the directory, you can see them from the DSAT shell. И мы должны их видеть, то есть когда мы открываем основную оболочку DSAT, мы должны их видеть, если они были корректно скопированы. Извините, у Хасана Акбарова работает микрофон. Ой, простите. Yes, I'm sorry, sure. Is there a question or, okay. No, there was a mic on and there was some conversation going on in the back. Oh, okay. Okay, so if you don't see the experiments that you've copied in, you probably need to hit the refresh button, but I see my 2 experiments here. Ну, мои 2 эксперимента я вижу у себя в директории. Если вдруг вы не видите свои 2 эксперимента у себя в оболочках на экранах, то нужно нажать кнопку «Обновить». So these are 2 experiments. These are actual experiments conducted in Colorado. Each one had full irrigation and one had a 40% irrigation. Оба, как я уже сказала, эти эксперименты – это реальные эксперименты, которые проводились в Колорадо, в США, и оба из них имели полив. В одном случае это было полное орошение, во втором – на 40%. And the second year, same thing. По второму году то же самое. And you can see that the soil file also shows up here under soil, so we correctly copied that in. У нас вот, вы видите, если вы правильно все сделали, должны появиться, у меня, по крайней мере, они появились 2 вот этих файла по почвам в папке почв. So the exercise asks you to create a new cultivar for this experiment. То есть задание какое было? Создать новый культивар, новый сорт на основании данных этого эксперимента. So I'm going to go to the data, genetics, cereals, maize. И поэтому я захожу в эксперименты, выбираю папку зерновые, выбираю кукурузу, маис. And then I'm going to right click on the maize series cultivar file to open it for editing. И после этого мне нужно открыть основной файл для того, чтобы его отредактировать, внести в него изменения.
Okay, so this opens a file in Notepad, and I'm going to copy, I just chose to copy the medium season cultivar just so I get the structure of the cultivar parameters. And I'm going to copy that. Значит, это файл у нас открылся, как видите, в приложении Notepad или блокнот. И я взяла за основу сорт medium, то есть данные по medium season, то есть среднесезонный, середина сезона, да, или среднесезонные. Okay, so I'm going to copy that and I'm just going to paste it at the bottom of my file. Копирую. Видите, я выделила, скопировала внизу файла и присваиваю ему название DSAT Demo. And I want to give it the same name as the cultivar in my file X. So I'm going to go find that now. Сейчас мне нужно найти название этого сорта в своем файле A и присвоить, то есть вот сюда скопировать то же самое название. Вот я его подчеркиваю, то есть выделяю. So my cultivar is CO0801 DeKalb, and I want to copy that whole thing to give a name to my new cultivar. Итак, у меня идентификатор сорта CO0801. Я вот это все копирую и вставляю в файл. So I copy it into my file. I want to make sure that all of my columns are aligned. Я скопировала, как видите, и помните, мы в прошлый раз говорили, нужно удостовериться в том, чтобы колонки были все ровненько одна под одной. The file will not allow you to have any tabs, only spaces. Файл не позволяет вставлять табы, то есть нажимать кнопку Tab, да, для того, чтобы был пробел или пропуск, только space, только пробелы можно вставлять. Okay, and then you save the file and you are ready to calibrate. Ну все, мы теперь сохраняем файл, и мы готовы к калибровке. Okay, so to run the glue tool, you'll find it under accessories. Для того, чтобы запустить программу Glue или приложение Glue, нам нужно зайти, вот в левой колонке у нас есть аксессуары, accessories, выбираем. And then the glue coefficient estimator. Now go ahead, sorry. No, it's okay. То есть запускается программа. So I forgot to mention that once you copy that cultivar into your file, run the file. Make sure it runs before you go to glue. I've already done that, so I'm skipping that step, but it's an important step. Еще очень важный шаг. После того, как вы скопировали данные в файл, нужно обязательно прогнать его для того, чтобы проверить, все работает нормально или нет. Я уже это сделала, я знаю, что у меня все хорошо, никаких ошибок не выскочило, но это очень важный шаг, поэтому еще раз перед тем, то есть после того, как вы внесли какие-то изменения в файл, его нужно прогнать, дабы проверить, все ли нормально работает. Okay, I'm going to start glue. I'm going to choose the maize crop. Выбираем choose the new cultivar that и we выбираем just новый сорт, created. который мы только что создали. Okay, and once I click go, После этого нажимаем кнопку Go. The glue select tool will scan all of my maize experiments to find all of the experiments that use that cultivar. И что делает программа? После того, как я нажимаю кнопку Go, то есть прогнать или запустить, программа автоматически проверяет все мои файлы на наличие каких-либо данных или экспериментов именно по этому сорту, по этому культивару, и выводит этот список. And it found the 2 new experiments that we just added. Ну и вот мы видим, что программа нашла 2 новых эксперимента, которые мы только что добавили. So as we talked about last time, as much as possible, you should run glue. You should parameterize your cultivars with stress-free treatments as much as you can.
Как мы говорили в прошлый раз, для параметризации glue-select нужно использовать максимально бесстрессовые условия. So for this reason, I'm going to choose the 100% irrigation treatments for my calibration. И поэтому для целей калибровки я выберу эксперимент со стопроцентным, то есть 100% достаточным орошением. Click Go, save my Нажимаем files. «Запустить», сохраняем файлы. Okay, so as usual, we want to always use a very low number the first time you run glue to detect any errors. Также, как мы говорили в прошлый раз, для проверки того, насколько хорошо работает система, то есть не выскакивать никаких ошибок, нужно использовать минимальное количество прогонов. So I'll put that at 10. I'm going to keep the all parameters, so it'll run both phenology and growth. Я вот поставила здесь 10, то есть 10 симуляций или 10 прогонов, да, и выбираю все параметры. And if you've made any changes, click Update. Если мы какие-то изменения внесли, нужно нажать кнопку Update, обновить. And now we can run glue. So it's actually running DSAT in the background 10 times with phenology parameters and another 10 times with the growth parameters. И вот мы видим, программа запустилась, и, значит, делается 10 прогонов по фенологии и по росту. Okay, so my simulations are complete. Ну вот наши, значит, программа закончила работу. And I only ran 10 times, so my results are garbage. Ну и так как у меня было только 10 прогонов, конечно, это, скажем так, бесполезные абсолютно результаты. Ну, то есть это, в смысле, научной ценности не представляют. But at any rate, if I had run it more times, I don't know why it printed it 3 times, but I've got, this is what glue calibrated for my new cultivar. It wrote it 3 times. I don't understand that. Я не совсем понимаю, почему 3 раза записаны одни и те же данные в блокноте, но в любом случае система откалибровала параметры, и вот мы видим коэффициенты, которые она вывела. So this is written in exactly the correct format for me to copy it and paste it back into my cultivar file. Данные представлены именно в том формате, в котором мне нужно их скопировать и вставить в файл по сорту. So I'm going to go back to that file. I'm going to go back to the DSAT shell and open Возвращаюсь в my основную cultivar оболочку file. DSAT, открываю свой файл, в котором по культуре, по сорту. Извините. And then I can copy in my parameterized cultivar line. И вставляю сюда уже параметризированную строку, то есть строку с параметризированными данными по сорту. And then I can either get rid of the old one or I can just give it a comment so it will be ignored. Ну, и я могу либо просто старую вот эту строку, которую мы использовали в качестве шаблона, я могу либо удалить, либо добавить какой-то комментарий, и программа просто, так как она будет уже в некорректном формате, она ее не будет учитывать. So I ran this 10,000 times to see what kind of cultivar parameters I would get. And this is the result of running it 10,000 times. So that's a pretty good estimate of what the parameters should be for this cultivar. Я сделала 10 тысяч циклов, запускала эту программу glue-select. Соответственно, в общем, вот эти данные, которые представлены, они уже хороши, я могу их использовать для данного сорта. And just for fun, I ran it a second time, 10 with n equal to 10,000, and got a second set of parameters this time. They're pretty close. И я, в общем-то, в качестве эксперимента еще раз сделала 10 тысяч прогонов и получила другие данные, другие параметризированные коэффициенты, которые, в общем, мы видим достаточно близки к
полученным в первый раз. So I feel fairly confident that I've picked a high enough number for glue to give me a good estimate. Even though these aren't exact, they're pretty close, and the results that they give me match well with the experimental values. И несмотря на то, что они отличаются, количество циклов, которое я выбрала, да, 10 тысяч, как мы видим, дало хороший результат. То есть данные достаточно близки к исходным. And as always, after you run glue, you can improve the calibration by running your own sensitivity analyses and looking at the parameters. And perhaps if you had time series observations, you could improve the calibration above what glue has given you. И также стоит сказать, что кроме вот этого способа калибровки, вы также можете использовать калибровку по анализу на чувствительность, или, например, вы можете использовать какие-то наблюденные данные, реальные данные, и, возможно, на основании этих данных вы получите еще более высококачественные коэффициенты. Okay, are there any questions or any additional comments from Garrett or Vakhtang? So do you want to show what it looks like? On, You want me to run it? Yeah. Okay, I'll make a simulation. So let me get rid of the ones that are no good. Сейчас я удалю те данные, которые нам не нужны. So I'm going to use the parameters from my first calibration with 10,000, and I'm going to run the model with that. Буду использовать данные по нашей первой сессии калибровочной, и сейчас запустим модель. Okay, so I've saved my file. Сохраняем файл. And I go back to the DSAT shell and run the experiment. Возвращаюсь в основную оболочку DSAT и запускаю эксперимент. Okay, so I've got 2 experiments, a total of 4 treatments. Значит, у меня 2 эксперимента и 4 опыта получается, в каждом по 2. Now, because we don't have any time series data, we will not see any comparison with real data, unfortunately, here. Так как у нас нету временных данных, то есть динамических данных, мы не сможем сопоставить с моделированными. So we have these are the tops weight for the high irrigation. Значит, вот эти 2 кривые отображают у нас массу над почвенной части растения при 100% поливе. And these are the tops weight for the low irrigation in the 2 years. А вот эти 2 кривые – это у нас с недостаточным, с низким поливом. So we can see that the effective irrigation began early in the season. И мы видим, что эффект от вот этого достаточного или недостаточного полива наступает где-то в самом начале вегетационного сезона. And then these are 2 different years with 2 different sets of temperature and solar radiation. And so the timing of the grain growth is quite different in these 2 years, even though it's the same cultivar. И несмотря на то, что это у нас был один и тот же сорт, так как это у нас разные годы, соответственно, у нас есть разбежка по solar radiation and what? I'm sorry. Temperature, air temperature. По продолжительности света, то есть по солнечной радиации и по температуре. And then we can see that in the high irrigation treatments, these are the result. So we get the higher grain yield. Вот мы видим вот эти 2 кривые, которые сейчас Шерил выделяет попеременно. Это у нас урожай при достаточном орошении. And then the lower irrigation reduces that grain yield in both years.
И вот здесь вот эти две кривые – это при недостаточном поливе у нас получается масса именно зерна. Should I show evaluate that out with the file A? Yeah. Okay. So I'm going to close this and open an evaluate that out file. Закрываем и посмотрим, как это все будет выглядеть на evaluate.out, так называется файл. And the reason I'm showing this one is because it allows me to compare the simulated and the measured data. Для чего я это делаю? Для того, чтобы сравнить измеренные данные или наблюденные данные и смоделированные. Okay, so if we look at anthesis date and Значит, это у нас maturity date, день начала цветения и день достижения зрелости. so this will bring up a one-to-one type plot with simulated on the x-axis and measured on the y-axis. And these two are my anthesis date. These two are my maturity date. And you kind of have to imagine the one-to-one line here. Значит, мы видим здесь сетку стандартную. Это у нас с единичным, с ячейкой равной единице. По оси X у нас измеренные данные, по оси Y смоделированные данные. И мы должны вот так мысленно провести такую линию здесь. So the anthesis dates fall very closely to a one-to-one line. So simulated and measured are very close, if not exact. Мы видим, что дата начала цветения у нас точки эти очень близко, если не сказать прям практически одна в одну. And the measured and simulated for the maturity date are not quite as close, but still acceptable comparison. И что касается даты наступления фазы созревания, то тоже здесь хорошие показатели. Они, конечно, немножко дальше, чем даты начала цветения, но все равно результат хороший. Okay, I'm going to go back and look at some of the growth parameters. Давайте посмотрим на какие-нибудь параметры роста. I'm going to look at the tops weight and the harvest, the yield at harvest maturity. Давайте посмотрим на массу надпочвенной части и на урожай. Okay, and these, again, we can imagine a one-to-one line. The maturity yield is the pink triangles, and they look pretty good along a one-to-one line. Если мы проведем вот эту снова диагональную линию, да, то видим, что розовые треугольнички, которые у нас отображают как раз-таки урожай. Is it tops weight? This is the yield. This is the grain yield. Значит, это у нас именно масса зерна, да? Так вот, достаточно хорошие. Они достаточно близко к этой диагональной линии будут. And for the tops weight, the red squares, it looks like we are over-predicting in every case. Ну, а что касается массы надпочвенной части растения, то модель переоценивает ситуацию в каждом случае. So even though this is the glue optimized, I think that if it were my experiment, I would work a little bit better to see if I could get better on these particular parameters. И несмотря на то, что мы откалибровали эти коэффициенты, используя приложение Glue, все-таки, если бы я проводил какой-то эксперимент, научную работу, я бы попыталась более эффективно, лучше откалибровать их.